Пчелы просто так на навоз не летят. Это не случайность, это тревожный признак. Мне позвонил один мой подписчик и поделился со мной своими переживаниями. Дело в том, что он заметил, как его пчелы с ранней весны начинают осваивать навозную кучу, которая находится возле его свинарника. И они оттуда не уходят даже летом. И вот он спрашивает, что происходит, как с этим бороться и можно ли бороться вообще с этим. Да, такое явление существует, но не у всех. Это, как правило, наблюдается у пчеловодов, которые закармливают своих пчел весной и осенью неполноценным кормом, то есть в простонародье сахарным сиропом. Дело в том, что в сахаре не содержится солей, вследствие чего в организме пчелы возникает дефицит минеральных веществ. И с ранней весны в навозной куче пчелы начинают искать необходимую для их жизнедеятельности влагу, которая содержит в себе как соль, так и другие микроэлементы. Найдя для себя необходимый источник, пчелы к нему привыкают и используют его уже весь сезон. Можно ли решить эту проблему? Можно, если вовремя пошевелиться. Во-первых, перестаньте кормить своих пчел весной сахарным сиропом. Лучше поставьте им рамки с медом или поилки с медовой сытой. От этого и вы, и ваши пчелы только выиграют. Это быстрое развитие семей, это крепкие, сильные пчелы, которые потом не будут лазить по навозным кучам. Потому что у них добрый, нежадный пчеловод, который не жалеет для них меда. И второе. На пасеке должно стоять две поилки. Одна поилка с обычной водой. В идеале это дождевая вода. Как ее собирать, я думаю, все знают. Кто не знает, когда начнется сезон дождей, я сниму отдельное видео. Если нет дождевой воды, подойдет вода с колодца или родника. Если у вас такой воды нет, ну тогда вода из-под крана. Но поскольку эта вода хлорированная, то рекомендуется ее перед тем, как давать пчелам, прокипятить. И во второй поилке, которая должна стоять у вас на пасеке, должна быть вода с добавлением соли. Из расчета. 1 столовая ложка, но не такая с горой. Вот, о. Либо, как мерило, можно использовать вот спичный коробок. Я использую спичный коробок. Считаю, это более удобно и надежно. Вот, опа. Это все из расчета на 10 литров воды. Ну вот как бы и все. С помощью таких несложных действий можно предотвратить посещение вашими пчелами навозных куч. Но не забывайте, что все надо делать правильно и вовремя. Потому что, знаете, так вот звонит человек. Ага. А вы знаете, вот я сделал все, как вы рассказали, а вот пчелы все равно идут на навозную кучу. Что-то вы там не то говорите. Вопрос. Вы пчел весной чем закармливали? Медом или сиропом? И не медом, и не сиропом. У них там хватало еще с осени всего. Я пустые рамочки высунул, эти сдвинул, как бы и утеплил, и все. Там меда хватает. Следующий вопрос. А осенью чем вы закармливали? Ну как чем? Сиропом. Значит, что получается? Что то, что вы сдвинули, там не мед, а сироп. То есть, как я говорил, недоброкачественный корм. А воду когда вы поставили? Ну как вы и говорили, весной. А когда весной? Ну в мае. Ну вы бы еще в августе поставили. Не, ну май тоже весна. Конечно, все логично. Так что я говорю, что если вы будете делать все правильно и вовремя, все у вас получится. Что знал, рассказал, чем мог, я с вами поделился. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Всем пока, до новых встреч и крепкого вам всем здоровья. Настойка красного корня – это природный секрет долголетия, который выбирают мужчины и который выбираю я.